Сегодня готовим очень вкусную кростату, итальянский песочный пирог с нежным заварным кремом и вишней. Рецепт простой, а результат просто потрясающий. Давайте готовить. Для теста нам понадобится 100 граммов мягкого сливочного масла. Если слегка нажать на него лопаткой или пальцем, оно легко продавливается. Именно такая консистенция идеально подходит для нежного песочного теста. Перекладываем масло в миску, добавляем одно яйцо, щепотку соли и 70 граммов сахара. Все хорошо перемешиваем венчиком до однородной массы. Кстати, если хотите без сливочного масла, его можно заменить на 80 мл растительного, без яркого запаха. Тесто получится немного другим по структуре, но тоже очень вкусным. Масляная смесь готова. Пока отставим ее в сторону и займемся сухими ингредиентами. Нам понадобится 220 граммов муки. Это примерно 1,5 стандартных стакана объемом 250 мл. Добавляем 4 грамма разрыхлителя. Это примерно 1 чайная ложка без горки. Хорошо перемешиваем, чтобы разрыхлитель равномерно распределился по муке. И просеиваем все в масляную смесь. Теперь быстро замешиваем мягкое однородное тесто. Сначала я работаю лопаткой, а когда тесто начинает собираться, продолжаю руками. Долго вымешивать не нужно, достаточно только собрать тесто в комок. Чем меньше вы его мнете, тем более нежным и рассыпчатым получится готовый пирог. Делим тесто на две части, примерно 2/3 пойдут на основу, а оставшаяся треть для красивой решетки сверху. Меньшую часть пока убираем в холодильник. Большую раскатываем или просто распределяем руками по форме, формируя небольшие бортики высотой около 3 см. Я использую форму диаметром 22 см. Основу обязательно накалываем вилкой. Это нужно для того, чтобы во время выпечки тесто не вздувалось и пропеклось равномерно. После этого тоже убираем форму в холодильник. Теперь приготовим заварной крем. Нам понадобится 500 мл молока. Лучше всего подходит молоко жирностью 2,5-3,2%. Почти все выливаем в кастрюлю, но оставляем примерно 50-100 мл в стороне. Молоко, которое в кастрюле, ставим нагреваться. Далее в миску разбиваем 2 яйца среднего размера и сначала просто слегка их перемешиваем. Это нужно для того, чтобы при добавлении сахара желтки не пошли комочками, которые потом сложно растворить. Теперь всыпаем сахар, его количество регулируйте на свой вкус. В среднем это 100-120 грамм. И 40 грамм кукурузного крахмала. Он отвечает за густоту крема и одновременно защищает яйца от сворачивания. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем оставшееся холодное молоко. Вливаем те самые 50-100 мл. Перемешиваем до полной гладкости. Так смесь становится более жидкой и легче соединиться с горячим молоком. Тем временем молоко в кастрюле нагрелось до горячего состояния. Не нужно бурного кипения. Маленькие пузырьки по краям – это идеально. Теперь тонкой струйкой выливаем нашу яично-молочную смесь в горячее молоко и постоянно мешаем венчиком. Мешаем без остановки, особенно по дну и углам. Когда крем загустел и появился легкий пар, провариваем еще 1-2 минуты. В горячий крем добавим 8-10 грамм ванильного сахара и перемешаем, чтобы он хорошо растворился.
переливаем крем в чистую сухую емкость, так он быстрее остынет. Горячий крем на песочное тесто выкладывать не стоит, масло начнет таять и основа может получиться менее рассыпчатой. Крем лучше приготовить заранее и дать ему полностью остыть. Кстати, друзья, обязательно напишите в комментариях, из какого вы города или страны. Мне будет очень интересно узнать, откуда вы смотрите мои рецепты. Выкладываем весь остывший крем на подготовленную основу и аккуратно разравниваем. Теперь займемся решеткой. Достаем охлажденное тесто, раскатываем его толщиной примерно 3-4 мм и нарезаем полоски шириной около 1 см. Выкладываем их сверху, формируя классическую решетку. Если не хочется заморачиваться с решеткой, есть еще более простой вариант. Немного подморозьте тесто и натрите его сверху на крупной терке. Получится не менее красиво и очень вкусно. Теперь добавим вишню. У меня консервированная, без косточек. Также отлично подойдет свежая или замороженная. Если используете замороженную, предварительно разморозьте и хорошо слейте лишний сок, чтобы начинка не получилась слишком влажной. Отправляем пирог в заранее разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз примерно 30-35 минут до красивого золотистого цвета. Готовый пирог по желанию можно смазать теплым абрикосовым джемом или небольшим количеством меда. А можно просто посыпать сахарной пудрой. Не спешите разрезать пирог сразу после духовки. Дайте ему полностью остыть, а еще лучше постоять 2-3 часа. Хотя да, этот пирог исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть. Давайте посмотрим, какой он получился. Мягкое рассыпчатое песочное тесто, невероятно нежный заварной крем и сочная вишня. Вместе они создают просто идеальное сочетание вкусов. Обязательно приготовьте эту красоту для своей семьи. Уверена, она понравится всем без исключения. Приятного аппетита! Всем пока!